Несмотря на то, что февраль считается коротким месяцем, он будет очень важным для экономики США, рынка акций и, конечно же, для нашей любимой криптовалюты. Это связано с тем, что именно в феврале опубликуют множество важных экономических отчетов, одним из которых будет индекс потребительских цен, или как его называют ИПЦ. На ИПЦ обращают внимание абсолютно все инвесторы, потому что он напрямую отражает инфляцию в США, которая сейчас находится на достаточно высоком уровне, а инвестировать в условиях высокой инфляции – это не самое лучшее время, так как процентные ставки растут, а экономика замедляется. Если посмотреть на график того же биткоина и обратить внимание на дни, когда публиковали ИПЦ, то можно заметить, как биток очень часто падал в цене, но только не 12 января. Ведь в начале года мы получили одно из самых больших снижений инфляции за последние 8 месяцев. И это стало отличным стимулом для инвесторов покупать биткоин и другую криптовалюту. Сейчас уже опубликовали прогноз по ИПЦ за январь и прогнозируют, что он должен упасть еще ниже, до 6,2%. Конечно, для нас и для ФРС это было бы отличным показателем, но есть опасения, что мы не сможем увидеть такого снижения инфляции из-за большого скачка ИПЦ в январе. Анализ цен в американских магазинах по-прежнему показывает, что цены на базовые продукты растут, а уровень безработицы, который наоборот должен расти для снижения инфляции, только падает. Для ФРС такие данные как красный флаг для быка, потому что в таких условиях им придется повышать ставку еще больше. Но если инфляция снизится, это окажет положительное влияние абсолютно на все. Поэтому в сегодняшнем видео мы проанализируем различные данные, статистику, мнение Байдена, а также последнее выступление Пауэлла, которое было во вторник, чтобы понять, как обстоят дела с инфляцией. Ну и по классике проведем технический анализ биткоина, чтобы составить прогноз на движение его цены до и после 14 февраля. Так что смотрите видео до конца, и вы узнаете, какой будет ИПЦ, как инфляция повлияет на ставки ФРС, почему Байден отрицает свою вину в инфляции, есть ли угроза рецессии и что будет с криптовалютой в ближайшее время. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Как всегда, специально для вас мы сделали это видео заранее перед публикацией ИПЦ, чтобы вы, естественно, успели подготовиться к этому важному дню, ведь независимо от того, положительные будут данные ИПЦ или отрицательные, это в любом случае окажет сильное влияние на рынки. Но чтобы вы максимально точно знали, чего ждать от этого дня, мы сделаем подробный прогноз прямо перед ИПЦ в нашем телеграм-канале, где мы делимся только самыми актуальными событиями, свежими новостями и важными отчетами, так что подписывайтесь, ведь те, кто подписан на наш телеграм, одни из первых знают о движении крипторынка. Ну а теперь давайте разберем, что нас будет ждать через 5 дней. Как вы уже поняли, данные по индексу потребительских цен за январь будут опубликованы 14 февраля. Само собой, сейчас инфляция является одним из наиболее важных экономических показателей, потому что именно она больше всего влияет на решение ФРС. Да, в последнее время инфляция снизилась с пика середины 2022 года, но у ФРС все еще есть опасения, что инфляция не вернется к своему целевому уровню в 2% так быстро, как им этого хотелось бы. На сегодняшний день прогнозируют, что инфляция может быть чуть ниже, а именно на 0,3%, чем в недавнем ИПЦ за январь. И 1 числа ФРС повысила ставку на 0,25%, о чем мы подробно говорили вот в этом видео. И, кстати, в нем мы разобрали главные тезисы Пауэлла. Но февральский ИПЦ станет ключевым отчетом для следующих решений ФРС. Поэтому будет важно следить за базовой инфляцией, тенденциями на рынке жилья и труда, на что мы и сделаем упор в этом видео. И я неспроста вспомнил базовую инфляцию, которую почему-то многие игнорируют, ведь основное беспокойство ФРС вызывает то, что общая инфляция снизилась, но базовая инфляция такого крупного снижения не показала. Общая инфляция, или проще говоря ИПЦ, достигла пика более 9% в июне и упала до 6,5% в декабре. Тем не менее, базовая инфляция, которая не включает затраты на продукты питания и энергию, достигла пика в 6,7% в сентябре и составила 5,5% в декабре. И вряд ли это можно назвать серьезным снижением. Хоть и общая инфляция снижается, существенным фактором ее снижения в последние месяцы было падение цен на энергоносители, того же газа и нефти. А вот базовая инфляция за последние 12 месяцев находилась близка к уровню 6%. И по этому поводу Пауэлл еще в ноябре говорил, что ФРС обеспокоена тем, что базовая инфляция упорно движется в боковом направлении.
инфляции. Тем не менее, с сентября 2022 года началась тенденция к снижению базовой инфляции, поскольку инфляция немного снизилась, а цены на многие категории упали. Если эта тенденция сохранится, это может привести к тому, что ФРС станет более оптимистичной в отношении снижения инфляции. Тем не менее, отсутствие какого-либо резкого снижения базовой инфляции именно сейчас очень беспокоит ФРС. В идеале для нас данные ИПЦ за январь должны показать более сильное снижение именно базовой инфляции. Но не забываем, что на инфляцию очень сильно влияет рынок труда и заработные платы. Так вот, в пятницу Бюро статистики труда сообщило, что экономика США добавила 517 тысяч рабочих мест в январе, подтолкнув уровень безработицы к 53-летнему минимуму всего в 3,4%. Цифры, конечно, чуть ли не в 2 раза превысили прогнозы экономистов, и работодатели добавили примерно на 311 тысяч рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Хоть и прирост рабочих мест является отличной новостью для экономики в целом, но для ФРС они могут стать еще одним препятствием в борьбе за снижение инфляции, из-за чего рынок акций и крипты начал эту неделю с небольшого снижения. Ведь инвесторы по-прежнему боятся, что ФРС опять начнет повышать ставки по 0,5 или 75%, как это было ранее. Но как показывает практика, зарабатывать на крипте можно даже на падающем рынке, только если заранее провести качественный анализ. Знаю, что его проводить умеют далеко не все, но благодаря нашей подписке Coin22 Pro абсолютно любой, будь то новичок или опытный трейдер, может получать прибыльный профессиональный анализ рынка от аналитиков Coin22. За последнее время было много событий, которые создали активное движение на рынке крипты, из-за чего участники Pro сумели заработать от 10% на росте эфира, от 25% на росте океан, от 30% на шортах AVAX, и это лишь малая часть прибыльных сделок за последнее время. Но если вы пропустили движение в январе или 1 числа, расстраиваться не стоит, потому что 14 февраля волатильность крипты будет еще больше, и мы уже начинаем подготавливать для вас множество прибыльных сделок, на которых вы сможете заработать. Поэтому не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и получи свою первую прибыль уже сегодня. Поскольку сейчас такое внимание сконцентрировалось вокруг безработицы, то даже президент Джо Байден решил прокомментировать этот вопрос. В своем выступлении в Белом доме Байден сказал, что инфляция продолжает снижаться, а реальная заработная плата растет, но еще много предстоит сделать, чтобы снизить цены для американцев. И добавил: мы сделали больше рабочих мест за 2 года, чем в любой другой президентский срок. Это самый сильный рост рабочих мест за 2 года в истории. Но интересно, что по данным уровень инфляции составил 1,4% в 2020 году, когда Байден стал президентом, а по состоянию на 2022 год инфляция взлетела до 7,4%, из-за чего Байдена спросили, мол, берет ли он на себя вину за такую высокую инфляцию, на что он ответил, что инфляция уже присутствовала, когда он стал президентом, и Байден не обсуждал последствия безработицы для процентных ставок, а только похвалил себя за то, сколько рабочих мест он создал. Также дополнительные подсказки нам дал Пауэлл на интервью во вторник. Насчет рынка труда Пауэлл сказал: мы не ожидали, что он будет таким сильным, поэтому мы думаем, что процесс по снижению инфляции займет больше времени. Но он отметил прогресс, особенно в ценах на товары, однако рост цен в секторе услуг остается высоким. Поэтому Пауэлл сказал, что для заветной цели инфляции в 2% нам понадобится как минимум этот и следующий год, из-за чего ставки останутся повышенными. Но экономисты заявили, что общее количество рабочих мест в январе сильно зависит от сезонных факторов и, вероятно, будут корректироваться в сторону понижения. И ключевая причина, по которой Пауэлл хочет большего ослабления на рынке труда, заключается в опасениях, что напряженная ситуация с занятостью будет продолжать увеличивать заработную плату, что может поддерживать высокий уровень инфляции. А когда безработица растет, люди тратят меньше и сокращают свои расходы. Конечно, опытные ребята могут сказать, что увеличение безработицы 100% приведет к рецессии. Но министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник заявила, что видит возможность избежать рецессии в США, при этом инфляция значительно снизится, а экономика останется сильной, учитывая силу рынка труда. И она сказала: у нас не будет рецессии, когда будет 500 тысяч рабочих мест и самый низкий уровень инфляции за более чем 50 лет. То, что я вижу, это путь, по которому инфляция значительно снижается, а экономика остается сильной. Помимо рынка труда, расходы на жилье составляют большую часть инфляции. Хоть и стоимость жилья в США снизилась в последние месяцы, цифры ИПЦ этого не показали. Если стоимость жилья в конечном итоге начнет снижаться, как ожидают многие, включая
Пауэлла, это может значительно снизить инфляцию в ближайшие месяцы. Однако в отчете ИПЦ за декабрь 2022 года расходы на жилье фактически выросли на 0,8%. Снижение стоимости жилья в данных ИПЦ может стать решающим фактором снижения инфляции к цели ФРС в 2% в 2023 году. Понятно, что ФРС ищет более убедительные данные о том, что инфляция в США находится под контролем, а февральский ИПЦ может это подтвердить, что заставит ФРС прекратить повышение ставок гораздо раньше, возможно, сохранив ставки на прежнем уровне, как только состоится майское заседание. В таком случае влияние на криптовалюту по-прежнему остается, а поскольку правила на рынке диктует биткоин, все будет зависеть именно от него. После того, как 1 числа объявили процентную ставку, биток доходил до 24 250 тысяч долларов, показывая 6% роста. Тем не менее, как мы разбирали еще в прошлом видео, многие инвесторы начали фиксировать прибыль и ожидать дополнительное выступление Пауэлла, из-за чего цена начала корректироваться на уровне чуть выше 22,5 тысяч. И во вторник Пауэллу удалось добавить уверенности инвесторам, чтобы опять вернуть цену выше 23 тысяч. И по факту диапазон от 22 до 24,5 тысяч является диапазоном, в котором биткоин торгуется уже почти месяц. Но выход за рамки этого диапазона даст нам подсказки для дальнейшего движения. В случае пробоя ключевой поддержки на уровне 22 тысячи, вероятно, мы увидим снижение до психологически важного уровня в 20 тысяч. Для многих это станет еще одной возможностью купить биткоин по такой низкой цене, ведь серьезных предпосылок на еще большее падение не наблюдается. А вот если мы увидим пробой жесткого сопротивления в 24 тысячи, которое никак не поддается уже почти месяц, это возможно станет хорошим началом для цели в 25, 27, и заветные 30 тысяч долларов. И все будет зависеть от ИПЦ. На самом деле и Пауэлл, и рынки согласны с тем, что ФРС близка к вершине цикла процентных ставок. Но если февральский ИПЦ не покажет дальнейшего существенного снижения инфляции, то ФРС может добавить еще больше повышений в этом году, чем мы с вами ожидаем. Но я все-таки склоняюсь больше в положительную сторону. Поэтому для нас 14 февраля станет одним из важнейших дней в этом месяце, а подготовиться к нему вы сможете благодаря нашим прогнозам в Telegram, так что подписывайтесь. Не забывайте поддерживать ролик лайком и в комментариях можете задавать абсолютно любые вопросы, мы отвечаем на каждый. Как всегда, спасибо за просмотр, всем пока!